Ближний Восток – это средоточие очень многих мировых процессов. Так или иначе, они, даже если берут начало на других континентах, очень многие из этих процессов так или иначе выливаются на Ближний Восток, вступают в противоречие с интересами других государств. И, к сожалению, к огромному, этот регион на данном этапе, я не думаю, что он скоро успокоится, вопреки огромному количеству инициатив, о которых мы все знаем. Все это, опять же, происходит на фоне главной тенденции, а тенденция, как мне кажется, заключается в том, чтобы обязательно загнать в глухой, безысходный тупик палестинскую проблему. Рецидивы насилия сохраняются, и совсем нет ясности в отношении других компонентов этого плана, включая полный вывод израильских войск Цахал из сектора Газа, разоружение Хамас, организация гуманитарной помощи и организация исполнительного руководства этим палестинским анклавом в контексте, еще раз подчеркну, привлечения к этому процессу палестинской национальной администрации и в контексте выполнения решений ООН о создании единого палестинского государства. Ничего сейчас в этих вопросах не ясно, как не ясно и что, и как, и какими силами будут делать вот эти международные силы безопасности, тоже объявленные в этом плане. Поскольку все эти вопросы не были четко прописаны в той резолюции, которую наши американские коллеги внесли в Совет Безопасности ООН, мы ежедневно убеждаемся в том, что нужны дополнительные усилия. Да, создан Совет мира, созданы структуры, которые подчиняются Совету мира, включая исполнительную структуру из палестинских технократов. Каковы их реальные полномочия, неизвестно. И мы очень надеемся, что эти вопросы будут прояснены, тем более сейчас вдруг наши американские коллеги объявили о переходе ко второму этапу реализации плана Трампа. Это уже и связано с восстановительными работами, решением гуманитарных вопросов. Но ключевой проблемой остается перспектива создания палестинского государства. Палестинцев можно вывести на временное жилье. Вы знаете, что в этом мире мало что бывает более постоянным, чем временное. Все это все понимают. И мне бы очень хотелось, чтобы вот этот коллегиальный орган, который был создан по инициативе президента Трампа, чтобы он действительно рассматривал глубинные причины конфликта. В том числе, конечно же, с участием Израиля, потому что речь идет о создании двух государств. Мы внимательно следим за происходящим вокруг Ирана, приветствуем посреднические усилия султаната Оман. Я вчера разговаривал подробно с моим другом, министром Омана, господином Бусаиди. И, конечно же, мы исходим из того, что здесь должно быть мирное урегулирование. Понимаем, что, как и в случае с Палестиной, есть искушение у некоторых непосредственных участников процесса применить силу и добить оппонентов, так сказать. Но это неправильное стремление. Оно лишь будет накапливать проблемы, ни в коем случае не решит и не обеспечит безопасность ни одному государству. Я думаю, все это прекрасно понимают. Поэтому с нашими иранскими друзьями мы в постоянном контакте, в том числе и совместно с китайскими коллегами. Нас это тревожит, нас беспокоит будущее Ирана. Много еще других аспектов ближневосточной ситуации. Там везде бурлит практически. Говоря об Иране, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы состоялась полная нормализация отношений между Ираном
и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. После того, как Саудовская Аравия и Исламская Республика Иран восстановили дипломатические отношения, для этого, по-моему, созданы необходимые предпосылки. Наблюдаем сейчас такую тенденцию к сотрудничеству внешних игроков, включая и Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, и Исламскую Республику Иран.